Всем привет! В этом видео я рассмотрю, насколько применим шуруповерт в качестве кухонного миксера. Установка эксперимента. Сначала я добавлю муку с водой в пропорциях 1 к 1 и постепенно буду добавлять муку, тем самым увеличивая вязкость теста. И посмотрю, с каким количеством муки в воде справится шуруповерт. Его характеристики, наиболее нам интересны, это крутящий момент 48 ньютон на метр. Максимальный оборот 1400 оборотов в минуту. Приступим. Эксперимент с венчиком не удался, потому что на него слишком сильно налипало тесто. С коктейльной ложкой тоже пошло плохо, потому что слишком маленький охват, и поэтому я своял вот такой вот крюк для замешивания теста. Но в целом подход не изменился. Буду постепенно добавлять воду и муку и смотреть, что из этого получится. Тут добавлено сразу масло, сахарозаменитель и соль, но потому что, чтобы потом я мог это тесто съесть без лишнего домешивания. Приступаем. Так, 1 к 1 мешает без проблем. Так, 1 к 1,5. Тесто начало налипать на крюк, но мешается без проблем. Но тесто мешается, но уже слишком сильно налипает на круг. Возможно, проблема в конструкции самого крюка. Это 2 части муки и 1 часть воды. Зато тесто стало достаточно густым и уже отрывается от крюка. Короче говоря, 3 к 1 уже нормально не замешивается именно само тесто. Проблема не в мощности шуруповерта, а именно в свойствах вещества. Более мука ржаная, может, тоже сказывается. Так, итого. Консистентное тесто. То есть руками его еще, конечно, можно домешать. Даже от стакана легко отлипло. Но видно, что осталась мука не промешанная. Сейчас мыть придется. Вот. Но тесто 3 к 1 очень плотное, так что в целом проблема не в шуруповерте, а в самой насадке. Можно поиграться с конструкцией, с диаметром проволоки и так далее. Но принципиально выводы такие, что шуруповерт легко заменяет кухонный миксер в плане взбивания, если использовать венчик. Но и с мешанием теста с какими-то вариантами насадок тоже без проблем подходит. Плюс
Можно зажать вообще любую насадку как угодно и не заморачиваться с тем, чтобы насадка подходила под посадочное место на миксере. Ну, как-то так. Так что лайкайте, если понравилось, комментируйте, заглядывайте на канал, если интересно. Всем до встречи в следующих публикациях. Всем пока.